Она всегда знала, что ее путь будет отличаться от других. Когда-то, 27 лет назад, молодая женщина стояла у ворот детского дома, где из окон на нее смотрели два мальчика, темно-коже, худые, настороженные, но с глазами, полными надежды. Ее отговаривали все – родственники, друзья, даже незнакомые люди. Говорили, что это слишком трудно, что чужие дети – это ответственность, что мир жесток, и ей будет тяжело. Но она не слушала никого. В ее сердце уже было место для них обоих. Она принесла их домой, в маленькую квартиру на окраине города. Сначала было нелегко. Болезни, страхи, тихие ночи, когда они просыпались в слезах, боясь, что их снова оставят. Она гладила их головы, читала книги, водила на прогулки, терпеливо учила доверять. Постепенно их дом наполнился смехом, запахом свежей выпечки и звуками детских шагов. Годы шли. Мальчики росли, учились, ошибались, снова вставали и шли вперед. Она работала, порой до изнеможения, чтобы им ничего не хватало. Помогала с уроками, лечила простуды, учила быть добрыми и сильными. И они запомнили все, не слова, а ее руки, которые всегда были рядом, когда становилось больно. Прошло 27 лет. Один из них стал врачом, уважаемым, внимательным, всегда спешащим на помощь. Другой – IT-специалистом, создающим вещи, о которых когда-то только мечтал. Они часто приезжали к ней, звонили, помогали, но в глубине души она все еще видела в них тех двух мальчиков, которых впервые обняла в детском доме. На ее 50-летие они приехали вместе, улыбаясь, и попросили ее поехать с ними. У моря, на солнечном берегу, стоял новый дом, просторный, светлый, наполненный ветром и запахом соли. Это был их подарок. Дом, в котором теперь она могла отдыхать, писать, читать, смотреть на закаты, не думая больше о работе и заботах. Она долго стояла у порога, не веря. Ее глаза наполнились слезами. Она не ждала ничего подобного. Она просто делала то, что считала правильным, дарила любовь тем, кто в ней нуждался. Но жизнь, казалось, вернула ей эту любовь старицей. И когда солнце скрылось за горизонт, она сидела на веранде, слушала шум волн и думала о том, что счастье — это не случайность. Это путь, пройденный с верой в добро, несмотря ни на что. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.